Я надеюсь, дождь не идет. А даже если идет. Идет. Идет? Или был. Ну, асфальт мокрый. Это хороший знак. Ура! Ну вон заезд, но мы все равно первые должны заехать. Вот наш паром стоит. Вон мотоциклисты, поехали к ним. Подъедем к мотоциклистам? Конечно, конечно. Чехи. Шведы? Да. Видишь, они возвращаются, а мы только едем туда. Все, поехали. Справа, фура, аккуратно. А, еще не доедем, ну ладно. Dzień dobry. Dzień dobry. A tam? Dziękuję. Nie, nie potrzebuję, dziękuję. Желтая лестница, надо запомнить. Очень удобно, спортивно. Ура! Все, мы в номере. Будем раскладываться. Ну что, отдали концы? Еще интересный человек сидит в VR. Я думаю, что он на меня смотрит. А он сидит, играет. Интересно, видит он меня или... Наверное, нет. Очень смешно смотрится. До свидания, Гданьск. Увидимся через 2 недели.
наконец-то июль месяц. Должно быть тепло в Скандинавии. Ну, насколько возможно тепло. Посмотрела прогноз погоды. По прогнозу погоды сейчас плюс 10 и солнечно. Ну, посмотрим, что будет. Так, мы идем в ресторан. Ну, как ресторан? Кафешку? Кушать. Пиво мы уже попили, бар местный посмотрели. Теперь осталось посмотреть, какая тут еда. Никого нет. Мы сюда поднимались. Людей было больше. А что ты будешь? Я еще не знаю. Тоже еще не знаю. Dziękuję bardzo. Возьмем. Пивко уже не могу. Ужин у нас с видом вперед. В первый день из Гданьска мы пересекли Балтику и приплыли в Нюсхам. Это порт рядом с Стокгольмом. Наша задача на второй день была максимально уехать на север, подальше от густонаселенной области Швеции. Мы проскочили Стокгольм и по трассе быстро поехали максимально на север. Никуда не сворачивали, аккуратненько. И в первом же попавшемся кемпинге заночевали. Остановились перекусить и заодно надеть дождевики, потому что пошел дождь. And you go up here and take the right and take the motorbike inside and put the tent. Yeah, yeah. Yes. How to pay? Is it possible to pay by card or cash? If you have cash, How much? for two persons, 100 and, you have two tents, one 20 euro. А можно вот наоборот туда, на край? На второй день мы решили, что у нас есть немножко времени, поэтому продолжали продвигаться на север, но решили исследовать местные гравийки. То есть мы поехали также по Е4,
дальше. Но потом где-то здесь отскочили, поездили так, вернулись, проехали, опять отскочили, опять где-то по Думею вернулись. И уже поискали кемпинг нормальный на Гугле, не нашли. Нашли хороший спот на пляже и переночевали здесь. Доброе утро. Хотели встать пораньше, часов, наверное, в 7, но не совсем понятно, во сколько рассвет. Ну, сейчас уже видно, что солнышко светит. Но так как ночью достаточно светло, ну, такие сумерки, просыпалась через каждый час, такая проверяла, который сейчас час. А в 7 поняла, что не выспалась, и надо бы еще поспать. Вот. Так что сейчас 8:30 утра. Светит прекрасное солнце. Надо, наверное, расстегнуть. Замечательным видом. Вот. Короче, просыпаемся, завтракаем и выдвигаемся в сторону севера. Сегодня была замечательная погода. Ночью было где-то плюс 13, а днем 25. Вот. Достаточно холодная ночь, но в спальнике тепло. Приготовили завтрак. Попытка выехать чуть-чуть пораньше не удалась. Ну, зато мы позавтракаем. Остановились на пикник на обочине. Попили кофе, залили в чайник газировку, потому что я лошара и купила газированную воду. Начала булькать, начали выходить газы. Пашка подумал, что она закипела. В итоге кофе получился холодный. Привет! Привет! Я до камеры сняла. Засняла? Ну, потому что у тебя здесь горка уперлась, а там веточка. Давай поднимать. Ты молодец.
Мы тут нашли золото. Я не знаю, видно или нет. В реальности блестит очень-очень сильно, очень похоже на золото. Но ChatGPT сказал, что это пирит. Ну, вот здесь вот особенно видно. Это такой минерал, содержится в граните, который блестит. Ну, вот я достала его из воды. Видно, что он поблескивает на руках. Но в воде это выглядит просто совершенно потрясающе. Переливается, как будто бы золото. Содержится в граните, либо это еще может быть слюда, потому что она такими тонкими пластинками. Я думаю, видно. Вот. Но когда идешь, все блестит, все сверкает, и на солнце, в песке, как будто бы кусочки золота. Вообще потрясающе. Вот. Называется это дело золотом дураков, потому что блестит, похоже на золото, его намывают, но по факту это не золото. Вот, мы уже собрались уезжать, позавтракали и сейчас сложили уже лагерь. Остались последние приготовления и поедем на север. Все ради искусства. Ты залазишь, тут змея. Попросила Пашу выехать на новом мотоцикле. Тут коряги. Ножки до земли не достают. Сегодня выезжаем еще позже, чем вчера, 11:30. Не знаю, как у нас так получается, но все, мы готовы. Посмотрели нашу скорость передвижения и решили, что в целом-то надо поспешить на Нордкап, иначе мы не успеем исследовать юг Норвегии. Швеция была не в приоритете, поэтому на третий день мы также по трассе, уже никуда не сворачивая, поехали вверх. И, наверное, только где-то вот здесь вот мы свернули, поехали, я уже не помню, там дорогу как-то так. Тут заскочили в Финляндию, вернулись назад в Швецию, потому что дешевле, и заночевали на острове.
Ну что, приехали в Лапландию. Это с финской стороны Лапландия, со шведской не знаю, как называется. И сняли домик, потому что непонятно, что с погодой, тучи. Можно было... Идем смотреть. Так. Я сразу быстренько закрываю, потому что очень много мошкары. Включаем свет. Так. Такой шведско-финский шале. Тут столик обеденный. Маленькая кухня. Кстати, завтрак включен. 2 кроватки. И санузел, душ. Not in use. А что это такое? Холодильник, что ли? Туалет, душ. Вот так. Такой маленький шале. Стоит $100 с завтраком. В общем, сегодня ночуем на кроватях, как белые люди. И шторы с оленями. На 4-й день мы уже поехали на Нордкап. Нам нужно было пересечь Финляндию. Пересекли мы ее где-то здесь. И поскакали по Бэдлендс до города Альта. В Альте перекусили. И здесь уже одна трасса, Е6. Поехали в сторону Нордкапа. И заночевали в кемпинге. Вот здесь вот поспали пару часиков, километров 20, наверное, до Нордкапа. Ночью в 4, там в 5 проснулись, подскочили на Нордкап и поехали назад. Забрали свои вещи в кемпинге, поехали назад, вернулись той же дорогой. Доехали до Альты и свернули в сторону опять моря, в сторону побережья. Нашли прекрасный кемпинг, называется Arctic Camp, и вот здесь уже заночевали. Ну что, мы готовы выезжать. Вот здесь вчера заяц бегал за домиками. Потом побежал на полянку. Бежал туда к ресепшену. Мы уже выселились. Вообще домики классные, мне очень понравилось. Но очень много комаров. Здесь зимой люди смотрят северное сияние. Классный спот. Небо чистое. Кемпинг находится на острове. Вот, и отсюда очень классно видно северное сияние. Специально люди переезжают. А еще можно покататься на собаках, на речке половить рыбу и все такое. Так, до Нордкапа осталось 520 километров. Ну что, здесь на полянке можно палатку поставить, ну, если комаров не боитесь. Тут для автодомов места. Ну, классно. Мне нравится. Место очень красивое. А дальше большие дома на 3 или 4 человека. Это пока что она не налетела. Ну, вон, летает. У меня всю жопу так вот, как вчера, как будто в конце пути, а у меня уже Жопу сильно. Вот мы находимся. ну сейчас мы на Альту поедем. Сейчас мы вот так. И вот так. И вот наверх.
что мы будем готовить? Ты так воду открыл. Ну, кофе точно, а это мы консерву просто поедим, или мы не консерву, а этот сам. Ну, у нас там есть суп, есть каша, есть что-то. Давай суп, Суп грибной. да. Будешь А суп? вечером еще что-нибудь. Да. Да. Давай, ну Тогда короче, я доставай. кастрюлю грею. Не, кастрюли не надо. Чайник? Я думаю, да. Надо посмотреть, сколько там воды. Нужно. Достанешь, если суп, я гляну. О, а что она газировалась? Ну, значит, она газированная опять. Вот это вообще непонятная тема. Натурель. Вот почему. Ну, я так понимаю, что здесь написано, что она газированная, но не на английском. Фиг поймешь. Кофе на газировке мы уже попили, сейчас суп будет. Смотри, как туча летит. Такая оп, и по северу проходит. Видишь? Угу. Краешком задевает нас. Зачем? С 12 к 11. Наш фета.
Вчера было солнце, было все прекрасно, а сегодня, я не знаю, видно или нет, но льет дождь, их очень холодно. Мне надуло глаз. Я не знаю, видно, не видно. Вот этот в уголке. Глаз красный. В общем, мы съездили на Нордкап, проснулись в 4:30. Проснулись в 4:30 утра. И это было правильное решение, потому что пока мы доехали, пока собрались, пока оделись, пока доехали на Нордкап, пошел, во-первых, испортилась погода и пошел дождь, а во-вторых, начали приезжать туристические автобусы. И пока мы там были, буквально вот за 15 минут до нашего отправления назад, приехало 3 туристических автобуса с кучей туристов. Так что совет: едьте ночью. Ну, кстати, в 12 тоже там прям все автобусы оттуда ехали, поэтому я думаю, оптимально там после 3 ночи. Особенно если вы едете на полярный день, всегда будет светло, соответственно, можно хоть в 2, хоть в 3 ночи, хоть в 4 утра ехать и наслаждаться видами. Мы приехали, не было вообще никого. На глобусе пустая площадка. Потом подошло еще 3 мотоциклиста. Мы пофоткались, поздоровались. Вот. И когда ехали назад, поднялся настолько сильный ветер, что мотоцикл сносило. Ну, буквально едешь по дороге, и мотоцикл как по маслу влево или вправо начинает уходить. Это очень интересное ощущение, очень прикольно. Ну, как прикольно, не прикольно, но ощущения интересные. Вот. Что еще рассказать? Сходили в душ. Душ на кемпинге платный, где-то 1 евро стоит 6 минут. Прекрасно себя чувствую, хоть поспали и совсем недолго. Вот, через час будем отправляться. Как я говорила, погода испортилась, льет дождь, поэтому сейчас, наверное, переждем тучу и поедем. Надо только досушить голову. А еще немножко, я не знаю, видно или нет. О, наверное, так лучше. У меня загорело вот у меня балаклава так была, и у меня вот под глазами, вернее, балаклава была вот так вот, а глаза, наверное, были от бровей. Я не знаю. В общем, у меня загорели очень сильно щеки, хотя я пользуюсь SPF-кой. И непонятно почему. Олень. Мистер Лось.